В Украине, а точнее в ближайшем окружении президента Зеленского, большой коррупционный скандал. 10 ноября антикоррупционные ведомства НАБУ и САП объявили результаты 15-месячного расследования под названием «Мидас» с разоблачением масштабной коррупционной схемы в энергетике, в частности в энергоатоме. Мы подробно разберемся дальше, но вот если кратко суть. Один из главных фигурантов дела, Тимур Миндич, инвестор и совладелец студии «Квартал 95», которую основал Зеленский. Он был многолетним бизнес-партнером Зеленского еще со времен, когда тот строил карьеру комика и продюсера. По данным НАБУ, Миндич под кодовым именем Карлсон организовал схему получения неправомерной выгоды от контрагентов энергоатома. В рамках судебного разбирательства прошли обыски и задержания. Перед нами, с одной стороны, самый большой и тяжелый коррупционный скандал с вовлечением Зеленского за весь его срок. За каждой буквой там полный кошмар, это реальная бомба. С другой стороны, это изумительный для наших широт случай, когда государство не равно главе государства и действует помимо него. На Украину мы смотрим с объяснимым интересом, и не только из-за войны. У нас общее советское прошлое. Из него берутся общие взгляды на жизнь, общие представления о хорошем и плохом, о правильном и вредном. О том, как дела делаются. От СССР мы унаследовали отношение к коррупции как к естественной форме бытия. Когда воровство у государства – это вообще не воровство, а способ вернуть часть того, что у тебя забирают каждый день. Понятно для советского человека, что к любой должности предлагается возможность за ее счет обогащаться. Понятно, что у сторожа склада со штанами могут быть проблемы с носками, но штанов у него точно будет в избытке. Структура коррупции в России и Украине различается, потому что повторяет структуру экономики. Российская коррупция гораздо более централизована и масштабна. Украинская равным слоем размазана по всем уровням государства. Но, не вдаваясь в детали, не будет грубой ошибкой сказать, обе страны безмерно коррумпированы. Даже если не сравнивать с эталонами вроде Финляндии, а руководствоваться элементарными нормами приличия. При этом политически наши страны разъехались за 35 лет очень далеко друг от друга. Россия стала персоналистской автократией, Украина со всеми несовершенствами конкурентной демократией. В нашей системе коррупционный скандал в окружении президента – это вообще невозможная ситуация. Все знают, что ближайшее окружение Путина – долларовые мультимиллионеры в самом нищем случае, а скорее миллиардеры. Но единственное, к чему может привести публикация соответствующих расследований, к тому, что преследованию подвергнутся сами расследователи. В Украине все не так. Там президент вынужден наказывать свое ближайшее окружение, чтобы избежать удара по себе. Мы за этим наблюдаем с интересом и изумлением и делаем заметки на будущее. Прежде чем перейдем к основной части и подробно обсудим, что же там произошло такое, напомню. Мы регулярно обновляем инструкцию, где собраны способы по обходу российских блокировок. Один из них – спонсор рубрики Liberty VPN, который сейчас дает доступ к сервису на 30 дней бесплатно и без привязки карты. Ссылка в описании. Схема, которую выявили спецслужбы Украины, выглядит примерно так. Есть Энергоатом, госпредприятие, которое управляет всеми действующими атомными электростанциями Украины. Сейчас их 4, но одну из них, Запорожскую, можно не учитывать, она захвачена российскими войсками. Но все равно хозяйство огромное, сложное и очень ответственное. На него приходится до 60% всей электроэнергии страны. Без электричества от украинских атомных электростанций и без того пострадавшей от войны экономики будет совсем уж тяжело. Если военным заводам перестанет хватать электричества, это может подкосить оборону страны. А люди перестанут получать тепло и могут начать замерзать в своих квартирах зимой. Поэтому объекты энергоатома во что бы то ни стало должны быть защищены от любых опасностей. И от российских обстрелов, и от судебных исков. И вот от любых взысканий по суду Энергоатом защищен привилегированным статусом. Да, судиться с ним никто не мешает, а вот взыскивать отсуженное фактически нельзя. На активы этой компании и в мирное это время так просто арест не наложишь и счета ей не заблокируешь. А уж в режиме военного положения это вообще невозможно. Но что будет, если Энергоатом перестанет платить тем, кто оказывает ему услуги, выполняет для него работы и поставляет запчасти там? Что делать поставщикам? Все эти предприятия окажутся в положении,
когда не смогут стрясти свои деньги никакими силами, особенно сейчас, в условиях войны. И это не теоретический вопрос. Энергоатом весь в долгах, задержки выплат поставщикам постоянные, судебные иски на миллиарды гривен, а общая сумма долга – десятки миллиардов. Несколько месяцев назад дошло до того, что правительство сняло с предприятия официальный иммунитет от взысканий, но на практике ничего не изменилось. Ведь все равно невозможно представить, что кто-то будет изымать активы или реально банкротить последний надежный источник электроэнергии в воюющей стране. Таким особым положением Энергоатома, по версии спецслужб, и воспользовались чиновники и близкие к власти предприниматели. Тимур Миндич, партнер Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95», министр юстиции Герман Галущенко, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и другие. Там вообще длинный такой список высокопоставленных фигурантов. Для конспирации все они пользовались кличками типа Карлсон, Че Гевара, Профессор, Рокет, Шмель, Шугармен. Ну, в этом и вопрос, потому что он мне сегодня говорит, что может договариваться за армаканаты заплатить. Я говорю, да, мы заплатим. Так а чему мы не платим? Я говорю, потому что поехал туда наш сотрудник, он проведет переговоры, потом мы будем платить. Да. Я вот съездил, не договорились. Все эти Карлсоны и Рокеты расставили по нужным позициям в Энергоатоме своих людей, которые донесли до поставщиков и контрагентов следующую информацию. Если те хотят получать от предприятия деньги за поставленное оборудование или, например, за выполненные работы, от них требуется занести откат в размере 10-15% платежа. А нет, так идите в суд, все равно ничего не добьетесь. Энергоатом контора неприкосновенная, ничего не заплатит и ничего ей за это не будет. Можем виконувати рішення, можемо не виконувати рішення. Нас купи стягнути не можуть. Ой, ми з купов-верні можемо стягнути, а нас не сможуть. У нас мораторий. А если кто задумает поднять шум и создать проблемы, у него ведь и лицензию можно отнять. В поставщики атомных электростанций просто так с улицы не попадешь. Каждый контрагент должен оформить кучу бумаг, разрешений, лицензий и сертификатов. Это кропотливая работа, которая порой занимает годы. Но если слишком громко возмутиться против коррупционной схемы, в которую вовлечены персонажи уровня министров, то все сертификаты и разрешения можно потерять в один день и остаться в лучшем случае без бизнеса, а то и хуже. Просто скажи ему, смотри, будет пиздец все линейки компании, вы просто закончите в черном списке, то вам вынесем все тех условия, поскасовываем все сертификаты. Но похуже варианты тоже есть. Например, в той же прослушке от 15 мая человек по кличке Рокет продолжает, имея в виду неких упрямых контрагентов. Вы обнулитесь просто всех ваших сотрудников гуманитарных, мы там наш Контрагенты, поставленные в такое положение, платили. Всего в эту черную кассу, по версии следствия, ушло больше 100 миллионов долларов. Сообразительные товарищи, провернувшие всю эту схему, дали ей название «Шлагбаум». На одном отъеме средств они не остановились. Создали бэк-офис, что-то типа секретной конторы, через которую выводили деньги на банковские счета и потом отмывали. Вы сейчас сидите и говорите, расскажи, пожалуйста, как придумать, чтобы вот весь мир, все спецслужбы, ФАТФ, блядь, все борются, и вот на поверхности лежит где-то схема, как это сделать, чтобы, блядь, они все пошли нахуй, ничего не нашли. Под этот бэк-офис фигуранты дела сняли помещение в центре Киева, вели там черную бухгалтерию и разговаривали все эти интересные разговоры, называя друг друга шмелями и профессорами. И вот тут-то в эту историю и врывается НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины. Нужно сказать, что в Украине выстроена совершенно особенная система борьбы с коррупцией. Что понятно, ведь в стране запредельный уровень коррупции. Даже сейчас исследования показывают, что граждане Украины считают коррупцию в стране серьезной проблемой, а до победы Майдана спецслужбы США и вовсе описывали местную государственную систему как клептократию. Страна буквально задыхалась от коррупции. Ни инвестиций, ни роста, ни нормальной жизни. Докладываю. Нам нужно 2 месяца и 20 миллионов. Нам нужно полгода и 400 миллионов. Алло, Сергей Павлович, нам нужен год и 1 миллиард. Василий Петрович, я изучил вопросик. Для ремонта дорог в Киеве необходимо 2 года и 2 миллиарда. Однако сразу после революции в 2014 году новое правительство занялось созданием органов, которые эту проблему должны были начать решать.
было создано аж 3 профильных органа. НАБУ – Национальное антикоррупционное бюро Украины, САП – Специализированная антикоррупционная прокуратура и ВАКС – Высший антикоррупционный суд. НАБУ получила полномочия вести оперативную работу и следствие по коррупционным и прочим уголовным делам в отношении высших должностных лиц. То есть никаких мелких дел по краже оконной замазки из кабинета завхоза средней школы. НАБУ занимается делами в отношении госслужащих категории А, министров и их замов, руководителей госкомпаний, депутатов, судей и силовиков на самом верху. При этом бюро существует независимо, отчитывается только перед специальной комиссией, которую формирует Рада, правительство и президент. Главу НАБУ тоже назначает специальная комиссия, в которую обязательно входят международные эксперты. Дважды стать главой НАБУ нельзя. Все 3 антикоррупционных органа, бюро, прокуратура и суд, образуют очень мощную структуру, которая выдает результат. Махинаций разоблачено на миллиарды. Под следствием оказались глава налоговой службы, сын министра внутренних дел, множество депутатов, судей и сотрудников правительства. При этом, естественно, и НАБУ, и структура в целом в контрах со всеми возможными органами власти. С одной стороны, чиновникам сложно полюбить органы, которые прямо заточены их пасти и ловить на злоупотреблениях. С другой, НАБУ порой обвиняют, что они действуют в духе чрезвычайщины, нарушают права подследственных, устраивают необоснованные прослушки и обыски. Но все же бюро делает так, что Украина постепенно покидает ряды передовиков в рейтингах коррупции. Просто путь этот пролегает через постоянные коррупционные скандалы, как сейчас с вот этим вот делом Энергоатома, в бэк-офисе которого НАБУ установила прослушку, записала десятки часов разговоров и раскрыла преступную схему. Неизвестно, что именно привлекло внимание антикоррупционного бюро к этому помещению, но офис и в самом деле примечательный. Принадлежал семье бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. Тот после начала войны уехал в Россию, где удачно продолжил карьеру. В прошлом году он был назначен сенатором от Астраханской области. И Энергоатому Деркач тоже не чужой человек. Он возглавлял предприятие в конце нулевых. При обыске в этом офисе нашли украинский аналог визитки Яруша – сувениры с символикой российской ФСО. А часть материалов прослушки вроде как указывает на то, что денежные потоки из этой прачечной шли в том числе и в Россию. На судебных слушаниях обнародовали запись разговора, где Миндич хвастался министру юстиции Герману Галущенко своим влиянием на президента Зеленского. Дескать, по его просьбе Зеленский позвонил по телефону министру энергетики, чтобы решить какой-то вопрос. НАБУ обыскали не только бэк-офис, но и другие связанные с коррупционерами места, среди которых офисы Энергоатома и министра юстиции Галущенко по кличке Профессор. Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук подали в отставку после того, как Зеленский заявил, что занимать свои должности теперь для них неприемлемо. Но по интересному совпадению бизнес-партнер Зеленского Миндич, тот самый Карлсон, и связанные с ним участники схемы покинули Украину буквально за несколько часов до начала обысков. Погранслужба отметила, что уехали они легально, ведь приказа о запрете на выезд не было. После этого в отношении Миндича вышел указ о введении санкций, причем пакетом. Там и заморозка активов, и остановка бизнеса, и приостановка лицензий, и запрет на вывод капитала. Интересный момент. В указе о санкциях упоминается израильское гражданство Миндича. На деле у него 2 гражданства – Украины и Израиля. Есть разные версии, почему Миндич в указе назван гражданином Израиля. По одной из них, чтобы быстро лишить его гражданства Украины. После этого экстрадиция из Израиля, и сама по себе сложная, стала бы совершенно невозможной. По другой версии, под своим украинским гражданством Миндич может избежать санкций и быстро распродать активы. В сущности, все это предположения, но не упомянуть их нельзя. Вся эта мутная история осложняется еще несколькими обстоятельствами. У украинского общества много вопросов к связям президента. Зеленский уже дал интервью, пообещал расследовать все как есть и наказать виновных. Но нельзя сказать, что его заявления принимают на веру. Ведь всего несколько месяцев назад президент пытался демонтировать 2 основных антикоррупционных ведомства Украины – НАБУ и САП, которые как раз и размотали все нынешнее дело. Оба органа предполагалось подчинить Генпрокуратуре. Между тем, именно независимость НАБУ и САП позволяет им выполнять свою работу, не разбираясь, кого это они накрыли – министра, депутата или прокурора, или вообще президента. Главное, что нарушителя.
Украинцы отлично понимают, как все устроено, так что немедленно вышли на улицы, и это были первые массовые протесты с требованиями к центральной власти с начала войны. Властям пришлось инициативу откатить. Антикоррупционные спецслужбы остались независимыми, и вот теперь вскрывается такая история. Одновременно с началом скандала появились слухи, что расследование было начато с подачи олигарха Коломойского, который не первый день в контрах с Зеленским. Но фактов так много, и они такие вопиющие, что людям не важно, с чего там все началось, важен сам факт. Мы с вами уже говорили, до какой степени в политике важна сложившаяся традиция. Люди могут очень долго жить очень плохо, но если они попробовали чего-то хорошего, то обратно это хорошее отобрать либо сложно, либо вовсе невозможно. Можно всю жизнь питаться тушенкой с макаронами и считать, что ничего вкуснее на свете нет. Но человека, который уже попробовал стейк, будет крайне трудно убедить, что коровье сухожилие с жиром – это мечта и райское наслаждение. Можно построить цензурный интернет с нуля, сразу приучить граждан смотреть только то, что начальство предварительно одобрило. Но если народ по интернету уже 20 лет свободно гуляет, возведение заборов на этой вольной поляне приведет только к резкому росту спроса на VPN. Люди изо всех сил постараются вернуть себе свободу. Особенность Украины в том, что почти 35 лет независимости приучили граждан непочтительно относиться к начальству. Владимир Зеленский – 6-й президент Украины. Президенты Украины отсиживали 2 срока и уходили, проигрывали выборы и уходили, сбегали на вертолете, чтобы стать личными пенсионерами Владимира Путина. Условный мой 40-летний ровесник, будучи гражданином Украины, перевидал на своем веку много крутейших перцев, которые претендовали на статус крестного отца нации. Видел президентов, премьеров, олигархов, мэров крупнейших городов, которые ощущали себя кузенами Господа Бога, а потом оказывались в лучшем случае на глухой пенсии, а часто в СИЗО или в эмиграции. Так что всерьез поверить, будто кто-то может обладать неограниченными полномочиями, стоять над законом, быть сам себе альфой и омегой, источником всей власти, такого мой ровесник в Украине не сможет принять просто на уровне идеи. Конечно, особые обстоятельства, вторжение агрессивного соседа и полноценная война на своей территории трансформируют политическую систему и восприятие ее гражданами и элитами. Диктатор ли Владимир Зеленский? Безусловно, в классическом смысле Римской республики диктатор. Это человек, которому на время войны даны абсолютные полномочия руководить ведением этой войны. Это в гражданской политике чем больше голосов и обсуждений в Сенате, чем сложнее процедура, чем медленнее решения вырабатываются, тем лучше. В войне же важно единоначалие. Но помимо управления войной у диктатора нет единоличной власти. Он не может покушаться на права Сената и граждан. Никто не делегировал ему власть за пределами обозначенных чрезвычайных полномочий. То же самое с президентом Зеленским. Никто не оспаривает его чрезвычайные полномочия как верховного главнокомандующего. Да, граждане не в восторге от ограничения прав и свобод. Мало кому понравится тотальная цензура или запрет на выезд для мужчин. Большинство украинцев ненавидят ТЦК. Но это же не вымышленная война с НАТО или с инопланетянами. Это реальная война на своей территории. Каждый день люди гибнут и на фронте, и в тылу. Никто не хочет оказаться в бусике ТЦК. Но все понимают, фронту нужны солдаты, потому что есть реальная опасность. Никому не нравится активность СБУ в деле слежки за гражданами, но все понимают, если не отлавливать и не наказывать за съемку и публикацию российских ударов, если спускать такое с рук, уже завтра ракета или дрон прилетит точнее и погибнет еще больше людей. Действия правительства и лично Зеленского в рамках войны вызывают недовольство, но не скандал и протест. Потому что тут президент в своем праве. Но вот вопросы коррупции, если и имеют к войне отношение, то сугубо вредительское. В мирное время золотой унитаз у чиновника – это не отремонтированный тротуар и не обновленная разметка на дороге, дырявая труба отопления. Коррупция во время войны же – это мертвые люди и потерянные города. Каждый коррупционер, который боится разоблачения, каждый чиновник, на которого есть компромат – это легкая добыча российских спецслужб. Коррупция во время войны – это угроза национальной безопасности. Когда президент попытался зайти на эту поляну, лишить независимости НАБУ, когда попытался заявить «я тут буду решать, кто у нас коррупционер, а кто молодец», это вызвало бурю не только снаружи, в европейских органах,
но и внутри страны. Подчинение такого ведомства исполнительной власти – не что иное, как установление персональной автократии. С этим инструментом президент может свободно узаконить коррупцию друзей и расправиться с оппонентами. Такие полномочия никак не помогут в войне, зато помогут узурпировать власть. И таких полномочий Зеленскому никто не делегировал. Когда он попытался зайти на эту территорию, выяснилось, что туда не пускают. На самом деле, истории, когда представлялось, что можно откусить побольше полномочий, а на поверку оказалось, что нельзя, таких историй сильно больше одной. Кто погружен в украинский контекст, тот их знает. И в этот раз снова выясняется, что президент Украины не может покрывать коррупцию своих ближайших соратников. Хочет или нет, другой вопрос, но не может. Да, мало кто по своей воле будет наказывать друзей за коррупцию, налагать на них санкции и позволять заводить уголовки. Редким примером обратного можно назвать Ли Куан Ю, но Сингапур исключение во всех смыслах, с него бесполезно пытаться брать пример. В среднем же по больнице, если у кого-то есть возможность хотя бы закрывать глаза на делишки своего окружения в обмен на лояльность, человек постарается этой опцией воспользоваться. Но чтобы делать так полноценно и систематически, нужно стать царем. Нужно быть выше всех ветвей власти, общества и закона. Украинская политическая система сформировалась иначе. Общество успело привыкнуть к другому концепту, в котором фигура царя не предусмотрена, зато предусмотрено какое-то временное начальство. Сейчас этому временному начальству выданы временные чрезвычайные полномочия, но не более того. Как всегда на чужом примере мы говорим о себе. И это история о том, насколько устойчива может быть политическая культура, если ее не задавить в зародыше. О том, что не существует никакого постсоветского менталитета, которому лишь бы Сталина на трон усадить и сапог ему целовать. Достаточно, чтобы граждане некоторое время пожили в ситуации, где власть от них зависит, где начальство можно поменять, где никак не выйдет пойти в школу, начать работать и закончить выплачивать ипотеку при одном и том же президенте, где твое мнение вообще-то важно. Этот опыт, как мы видим, на примере очень культурно близкой страны не выбивается никакими бомбами, ракетами и дронами. Не может начальство ни под какую лавочку чрезвычайщины перестать отчитываться перед обществом, если общество уже привыкло, что начальство ему подотчетно. Что правительство зависит от людей, а не люди от него. Украинцы знают, что Зеленский – это наемный менеджер, который не может просто отбрехаться про чушь, компот и шпионаж, который должен оправдываться, объясняться и нести политическую ответственность, если наниматель в лице общества недоволен. Не президент может спасти друзей, друзья могут утопить президента. Это очень хорошо, так и должно быть. Наделенный большой властью человек при любых обстоятельствах должен чувствовать, что место ему не гарантировано, что он может плохо кончить, если будет творить беззаконие. Это то, что нам нужно сделать. Эпоха перемен должна показать людям, что начальство от них зависит, а не наоборот. Что сегодня президент у нас Иванов, завтра Петров, дальше Сидоров, а страна и люди никуда не деваются. Они выбирают, кого нанять, а кого уволить. На примере Украины мы видим, для полного осознания, как все на самом деле должно работать, не так уж долго нужно жить в таком формате. Не 20 поколений, а всего десяток другой лет. Одни выборы, вторые выборы, один проиграл, другого прогнали, и все. Привычка относиться к начальникам как к сезонным рабочим, которые точно уйдут, а мы останемся, приживется, и ничем ее потом не вытравишь. До завтра.